Оце треба було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Итак, сегодня я буду реализовывать мастеры, и все равно то, что тут не очень хорошие псионики. Почему? Потому что для того, чтобы реализовать мастер Yi, вообще нужна вредоносная матрица от псиоников. Что она делает, эта вредоносная матрица? Соответственно, если у вас физовый керри, то каждая тычка снимает 2 брони. И на самом деле это очень жесткая вредоносная матрица, плюс это предмет. Единственный минус это то, что он занимает слот. Но прикол в том, что не обязательно иметь этот предмет на мастере Yi. В моей, как я думаю, его лучше всего закинуть в Ургота, либо же в того же самого Кинреда в этой сборке. Почему? Потому что это 2 героя дальнего боя, стоят они в задних рядах, а не в первых. И, соответственно, можно будет закинуть нужные предметы в того же самого мастера Yi, Фиору и тому подобное. То есть, чтобы просто не занимать слот. Потому что бонусы он, конечно, дает хорошие, но не такие уж и критические, чтобы прям 100% он должен находиться в мастере Yi или в каком-то еще такого подобного плана героя. Вот я вот планирую в Киндреда засунуть, потому что у Киндреда большая скорость атаки в целом, плюс он задира, плюс он дальнего боя, и, соответственно, когда активирует свою способность, он массово всем раскидывает метки, и, соответственно, это массовый дебаф. Так что вот. В общем, сейчас мы об этом всем поговорим, поэтому присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудь поставить свой лайк и подписаться, если до сих пор этого не сделал. Также подписывайся на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео и в комментариях под видео. На днях я планирую запустить стрим, а также... Ух ты! Ух ты! Ничего себе! Леонов 2 звезды. Охренеть! Еще и реликты ранее. В X2 охренеть. На днях я планирую запустить стрим, поэтому я о нем напишу в своем телеграм-канале. Поэтому обязательно подписывайся на мой телеграм-канал. Быстренько. Плюс там чат комьюнити есть. Вот. Все, что я, в принципе, хотел вам сказать. Так вот, по поводу мастера Yi, Фиора и все такое, почему я хочу вам показать этого героя и в целом в чем его плюсы, в чем его минусы. На самом деле, многие писали в комментарии о том, что мастер Yi, он какой-то беззубый керри. В целом, я частично соглашусь. Частично... Опа, а ну-ка сейчас. Ну да, тут я беру аугментацию, чтобы на следующую стадию у меня аугментация была выше рангом. Соответственно, надеюсь, она будет призматическая, либо хотя бы золотая. Короче, я надеюсь, что что-нибудь будет полезное. Так вот, в комментариях писали, что это беззубый керри. Я отчасти согласен с этим, но мастер Yi это такой герой, который должен залетать в задние ряды и просто задние ряды расквашивать. И для этого нужно будет играться расстановкой и все такое. В целом, этот керри сильный. Да, по сравнению с каким-то Аурелион Солом, то мастер Yi отдыхает. Да, потому что, проще играть все-таки через Аурелион Соло, там через самого могучего робота и так далее и тому подобное, потому что, понятная механика и она простая. С мастером Yi также не прокатит. Там надо соблюдать расстановку очень серьезно. Вот расстановка — это залог успеха, можно даже это так назвать. Поэтому важный выбор предметов, важна расстановка, много таких нюансов. Но если научиться играть этим билдом, это очень приятный билд. Плюс у тебя в билде есть Фиора. Плюс у тебя есть 4 даже керри. Это Ургот, Киндред, мастер Yi и Фиора. Фиора здесь, она идет не как затычка, она идет как полноценный керри. И Фиора, она довольно-таки сильна. По предметам. По предметам, на самом деле, здесь огромное количество вариантов. Мой же выбор склоняется на то, что нужно убийца великанов брать, решимость титана. И 100% как в Фиору, так и, соответственно, в мастер Yi необходимо брать грань ночи, чтобы скидывать с себя таргеты, чтобы не били вашего керри. То есть, чтобы пожил, побил и всякое такое. Почему отказываюсь там от кровопийцы и всякое такое? На самом деле, можно и кровопийцу закидывать. В целом, это на вкус и цвет. Но вот именно почему убийцу великанов я так речу в этих героев. Вот, что в Фиору, что, соответственно, в мастере Yi я 100% хочу брать убийцу великанов. Потому что зачастую происходит так, что мастер Yi, что Фиора, они бьют конкретно первую линию. И это на самом деле поджигает 5-ю точку нереально. И вот чтобы они как можно быстрее загрызали эту первую линию, надо брать убийцу великанов. Все-таки намного больше урона будет по танкам прилетать, и вы просто их будете очень быстро сгрызать. Вот вся логика. Плюс хорошие статы дает убийца великанов. То есть 15% убийственности просто так, по танкам еще 15% сверху, плюс статы все приятные. Поэтому, короче, убийца великанов топчик берем, хотим видеть. Потом, решимость титана. Тут на вкус и цвет. Мастер Yi это тот герой, который очень быстро набирает стаки на решимости титанов. Напомню, как работает, соответственно, решимость титанов. 25 стаков заработали, получили 2% силы умения, силы атаки, получили, соответственно,
невосприимчивость ко всем видам оглушения, контроля и тому подобное. По-моему, ко всем видам контроля. Ну, это потом. Вот. 100% вас никто оглушить не сможет, и вы, соответственно, спокойно себя чувствуете. Спокойно разгоняетесь, ни в каком контроле не стоите, просто постоянно вносите свой урон. И стаки он очень быстро набирает, особенно когда использует свою ультимативную способность. Там скорость атаки у него становится запредельная, то есть его дух летает, и этот дух считается как стаки. Короче, быстро набирает стаки, много урона добавляет. Все, вот вкратце, почему решимость Титана наберем. То есть убийца великанов, решимость Титана, игра ночь. Но все зависит дальше от игры, что вам докидывать. Можно докинуть кровопийцу, можно докинуть грань бесконечности, то есть на свой вкус и цвет. Обязательно нужно будет в Киндреда либо в Ургота найти красное усиление, чтобы не искать тот же самый плащ на поджог. То есть это важный такой вот нюанс. Опа, Маукай. Физ. Я, наверное, Маукай возьму, потому что мне Маукай в целом в билде понадобится. Еще хочется, конечно, раскол брони. Если не ставить Атрокса, то надо будет раскол брони находить. Поэтому мой билд выглядит так. Мастер Yi плюс Фиора. В них по убийце великана, по грани ночи. Ну, а там дальше что придет? По решимости Титана. Но решимость Титана в Фиору не очень смотрится, а в Мастере Yi хорошо смотрится. Поэтому в Фиору мы закидываем что-нибудь другое. То есть кровопийцу там и подобные предметы. В Киндреда 100% хочу раскол брони, если не беру Атрокса. Потому что у меня будет всего лишь Маукай и Киндред. Киндред, он будет давать щит с моему самому жирному танку. Там 800 единиц щита, это прям вкусно. Плюс Киндред является задирой, а, соответственно, у меня есть Велвет, потому что Велвет является и мародерами задира. Сейчас мы об этом поговорим. В общем, даст скорость атаки. И плюс Киндред — это герой дальнего боя. В него я хочу закинуть красное усиление, раскол брони. То есть, ну, у меня будет, знаете, такой герой, который саппорт, который будет накидывать сдалека всем дебафы. Вот к чему я клоню. Либо же в Ургота это закину. То есть посмотрю, что будет приходить и будет ли собираться Ургот. Если Ургот, соответственно, будет собираться хорошо, я в Ургота буду закидывать, потому что Ургот, по сути, массово бьет. Топчик. Дальше. По поводу кровопийцы. Кровопийца хорошая тема. И, кстати, испытание Стирака тоже хороший предмет. Что в Фиору, что в Мастер Yi. Ну, не так эффективно, конечно, как убийца великанов или тот же самый кровопийца. То есть, короче, нужно отталкиваться от того, что вам приходит. Ну, вот топ-набор предметов я в целом сказал. В Мастере Yi, по моему мнению, топ-предметы — это убийца великанов, решимость Титана и грань ночи. Классно, конечно, если лучезарная убийца Титана выпадет, это просто топчик. А если еще аугментация выпадет, то, что убийца великанов бьет всех без разбора и против всех дает убийственность, это вдвойне топ. Вот. Дальше, что еще? Что еще такого сказать? Ну, у вас есть 4 керри. Мастер Yi, Фиора, Киндред, Ургот. Все, что вам нужно знать. Дальше, как бы докидывайте, что приходит. В принципе, все. Сильная ли эта сборка? На самом деле да. А это сильная сборка, но в некоторых случаях она чуть ли не бесполезная. Но в целом сильная сборка. Почему? Потому что у вас есть дебоширы. По-моему, даже 4 штуки. Сейчас, секунду. 4 мародера, 4... Вот, да, 4 мародера, 4 дебошира, плюс у вас есть псионики. Если еще и вредоносная матрица выпала, то вы еще очень много минус брони накидываете. Это прям, короче... Это не то, что беззубая сборка, она ситуативная и рабочая, можно так сказать. Она не дает стабильного топ-4 тебе, но если она собралась у тебя классно, и ты грамотно шаришь по расстановке, в целом можешь залетать спокойно в топ-4. А так, надо смотреть по ситуации. Потому что, не всегда тебе придет то, что ты хочешь, вот объективно говоря. Даже если ты будешь обалденно иметь винстрик, у тебя тупо может не идти тот же самый Мастер Yi и Фиора. И делай, что хочешь. Нужно именно отталкиваться от того, что приходит. Стартовать на самом деле по-разному. Можно через реликтов, через разрушители времени. Что пришло, от того как бы и стартуем. Но делаем как можно сильнее себе стол. О, грань ночи. Четко. Собираем. По-любому надо собрать. Это критически важный предмет для меня. Диану я, соответственно, сейчас поставил чисто как полукири, потому что, у меня по факту нет кири сейчас, а мне нужно хоть как-то экономить хп, потому что у меня уже 78 хп. И я очень надеюсь, что мне сейчас выпадет обалденнейшая аугментация. И, кстати, мне там на стриме писали о том, что «Саня, а почему ты не играешь через аугментации, через перчатки вора?» Ребят, я записал контент с перчатками вора.
Я его выложу, наверное, на следующий день, потому что моя цель на сегодняшний день — это записать мастера Yi. Этот контент с перчатками вора я записал. Классная тема, классная аугментация, классная в целом неожиданная игра. Короче, дальше спойлерить не буду. И, соответственно, я еще хочу попробовать перезаписать эти перчатки вора. Может получится еще круче сделать, потому что там такая, знаете, сумбурная сборка, но она сработала. Короче, об этом все, дальше я спойлерить не буду, поэтому ту каточку я выложу через некоторое время. Опа, предметы Пандоры. Ну, ребят, вы прекрасно знаете меня. Предметы Пандоры, я считаю, это чуть ли не самая лучшая аугментация, которая в целом может быть. А, еще, кстати, по поводу кровопийцы. Мародеры имеют увеличенную силу атаки и, соответственно, имеет свой хп-реген, то есть лайфстил, кражу жизни, можно так это сказать. Вот. И по поводу танков в этой сборке. Танков на самом деле здесь два, это там Кенч и Маокай. Все. В целом, больше вы сюда ничего не докинете. Не, если вы пойдете в 10, вы можете уже дальше сами разыграть ситуацию и смотреть, что вам не хватает. Можно, в принципе, Шена докинуть, можно докинуть кого угодно. И суть в том, что в эту сборку еще отлично вписывается Раст. Он дает скорость атаки и, соответственно, броню и сопротивление. Ну, мы это уже говорили, я уже не раз это показывал. Поэтому Раст у нас затычка, он будет вписываться 9 слотом. На 8 я, наверное, все-таки поролюсь, попробую себе найти мастера Yi хотя бы в 2 звезды. Хотя бы. Вот. По предметам я могу уже в целом не париться, потому что я все и так прекрасно найду. Вот. Вот. Ну, танковые предметы, ребят, я уже 10 тысяч раз говорил, но 10 тысяч раз первый повторю. Каменный доспех Гаргули — это стоковая имба. Потом, вот у меня есть Маокай, в него я хочу 100% доспех Вармога, и, скорее всего, вместо облачения духов я буду закидывать Когай Дракона, потому что очень часто появляются магические сборки. И в целом, можно сказать то, что Когай Дракона — это, грубо говоря, заменитель облачения духов. Облачение духов, он просто дает выносливость, хпшку и раз в секунду хп-реген. А Когай Дракона дает раз в 2 секунды хп-реген, дает много магического сопротивления и тоже хпшку докидывает 9%. Что, в принципе, как бы можно заменить с пользой и с дальнейшим, грубо говоря, контрпиков мага. Ну, короче, суть вы поняли. Плюс Маокай имеет из всех источников большее количество хп. То есть он на доспехах Вармога дает 18%, но для Маокая будет больше, потому что на 50% он имеет больше бонусов от этого хп. Короче, можно Маокая сделать таким гигантом возможностей. У него там, его, когда ты соберешь в 3 звезды с доспехом Вармогом, когтем дракона и каменный доспех Гаргуль, у него будет чуть ли не 10 тысяч плюс хп. По-моему, да, 10 тысяч плюс хп у него будет. Короче, комфортно будет, комфортно играть будет. Поэтому... Ну, а в там Кенча, там... Опа. Ну, естественно, здоровье тактик. Кстати, я забыл сказать самую главную вещь, ребятки. Я вот сейчас увидел этот никнейм и забыл вам сказать. Я играю эту игру вместе со своим подписчиком Марком. Поэтому, знаете, это уже как-то база. Аж, знаете, будет уже непривычно без Марка играть. Но в целом у нас так время совпадает, что мы вместе с Марком начинаем играть. Я ему говорю, типа, хочу записать контент, давай скооперируемся, поиграем, а потом пойдем в двойной режим. Без записи погоняем. Так что вот. Так что вот. Я жду там Кенча. Мне выпал Киндред. Песня. Я только за, чтоб не Киндред падал. Киндред — это имба. Не, ну как имба? Это хороший керри. Очень хороший керри. Так, предметы я сразу закидываю. Ну... Ладно, как-то так пусть закинутся предметы. Потом поменяем. Обидно, конечно, что здесь в псиониках нету вредоносной матрицы, но знаете, у меня какой-то закон подлости появился. Когда есть в псиониках вредоносная матрица, я тупо не могу собрать эту сборку. Вот вообще не могу собрать эту сборку. Почему? Почему? Я не знаю. Вот серьезно, кто-то проклял меня походу, но я реально не знаю, почему я не могу собрать эту сборку. Вот серьезно. Не знаю. А, кстати, я немножко, если что, рейтинг подслил, потому что я там пытался Диану записать по-особенному. Короче, я пытался парочку красивых действий сделать, но эти красивые действия у меня не получилось сделать. Но, думаю, ничего страшного. Я вообще, на самом деле, что-то на Изумруде 3 застрял. Я немножко подслилась, сейчас на Изумруде 4 нахожусь. Ну, это такое. Это такое.
Я, кстати, закину сейчас лук в Киндреда заранее, потому что я хочу ему сделать и раскол брони, и, соответственно, красное усиление. Чтобы был обжог, чтобы вражеские герои не хилились. Ну и, соответственно, раскол брони. Раскол брони — это имба. Как бы все. Нечего больше-то и добавить. Там у чувака эмблема темной звезды. Интересно, будет ли он как-то это реализовывать. Хрен его знает. Галактика Грува. Ну, Галактика Грува — это дефолт. Вот на самом деле, я вот сборку через Мастера Yi не могу рекомендовать вам как сборку, которая 100% даст вам топ-4. Не, если все красиво и все понимаете, то она, скорее всего, даст вам топ-4. А если не очень понимаете, то вряд ли. Потому что, на самом деле, я сам не особо понимаю эту сборку иногда. Потому что она иногда так криво работает. Но показать ее в действии мне очень хочется. Опять Киндред идет, обалдеть. Не, я только за то, чтобы мне Киндред приходил. Я, кстати, решил здесь, если что, сделать заранее решимость Титана, чтобы у меня было 3 топовых предмета. Вместо каменного доспеха Гаргули я решил именно так поступить. Возможно, я сделал ошибку, а возможно, не сделал ошибку. Черт его знает. Сделал, не сделал. Ну, посмотрим. Ну, посмотрим. Кстати, у кого, ну, кто более опытнее меня, то, соответственно, в комментариях я приветствую подсказки по поводу игры на Мастере Yi. То есть я показываю свой стиль игры, а в комментариях вы можете мне подсказать, соответственно, какой у вас стиль игры, свое мнение и тому подобное, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, кстати, каменный доспех Гаргули выпал на секундочку. На секундочку. Подсказки приветствую. Советы приветствую. Хейт не приветствую. Опа, меч. Надо мне? Ну, хотелось бы. Но куда его засовывать? Непонятно. Да, мне некуда, по сути, сейчас засунуть. Конкретно сейчас некуда. В дальнейшем, конечно же, в Фиору. На самом деле, вот немножко хочу поговорить с вами по поводу аугментации на перчатке вора. Если правильно выпадут аугментации на перчатке вора, через перчатки вора одно удовольствие играть. Потому что, по сути, у вас все герои будут с предметами. Это очень сильно, когда у вас все герои с нужными предметами. Единственный минус вот такой вот аугментации, это то, что они рандомно выпадают. То есть выпадают нужные предметы, но они рандомные. И могут выпасть там у 2 керри, допустим, красное усиление. Ладно, давайте об этом я уже говорил в ролике с перчатками. Поэтому я не буду повторяться по 10 раз, потому что у меня в целом все там рассказано. Мое мнение тоже там рассказано. Короче, не буду повторяться трижды. Лучше выложу этот ролик, и вы сами все послушаете. Правильно? Правильно. Так. Я очень надеюсь, что Мастер Yi мне придет очень быстро в 2 звезды. Хотелось бы, конечно, в 3 звезды, но я надеюсь, что он выпадет хотя бы в 2 звезды очень быстро. Потому что у меня какой-то с ним диссонанс. Ну, не хочет он мне падать очень быстро. 2 там Кенча, обалдеть. Правда, минус в том, что я из экономики вышел. Вот это вот печально. Ладно, я вот так сделаю. А, кстати, я не тестировал. В комментариях напишите, пожалуйста, если будет стоять 2 там Кенча. А, ну да, все, я вспомнил. Я вспомнил. 1 там Кенч будет давать бонус, а не 2. Я за бонус, если что, говорил тот, который с синергии Оракул падает. Раз в 3 раунда. На самом деле, ребята, если вам падает ранее там Кенч, не скипайте его. Это очень приятный герой, который столько может бонусов накинуть, столько усилений может накинуть. Ой-ой-ой. Короче, какой у меня сейчас план? Во-первых, я паролюсь, найду себе Мастера Yi в 2 звезды, найду себе Киндреда в 2 звезды, дай бог Фиора выпадет, поставлю ее. И дальше пойду в уровень. Там Кенч обязательно надо в 2 звезды. И в целом все. Вот мой план на текущий момент. Ну вот, он рано выпал у меня, на стадии 4. Мог еще раньше, конечно, выпасть, но спасибо хотя бы, что так выпал. Сона выпала. Фиора! О май гад! Вот это да. Вот чего-чего, то, что мне Фиора выпадет с шансом 3%, я не ожидал от слова совсем. Ладно, Ургота мы не будем собирать в 3 звезды. Конечно, классно было бы собрать Ургота в 3 звезды, но будем объективно честными, мы его не соберем в 3 звезды.
Аугментация мне сейчас выпала инвестиции. Напоминаю, как она работает. Это когда у вас после 50 монет становится 80 монет, то за каждые 10 монет, максимум 80 монет, вы получаете 3 халявных ролла. То есть у вас 50 стандартная экономика, но если вы будете держать 80 плюс монет, то вы будете получать 3 халявных ролла. То есть вот эти вот 30 лишних монет дают вам за каждые 10 монет излишек свыше 50 по одному халявному роллу. Вот как это работает. Что я сморзнул? Надеюсь, короче, было все понятно. Если непонятно, то извините. Чисто Виктора заперли в клетке там, за манекеном, ходить не может. Вот видите, меня пока что тут размесили немножечко. Да так, чуточку. Ну, я, короче, возьму объятия Сараки, почему нет? Кайса. Да, хотелось бы мне взять нужный предмет, но я, наверное, возьму любой предмет. Потому что у меня предметы Пандоры переделаются, дай бог, что быстро выпало все как надо. И все. Броня падает, спасибо. Еще одна броня, спасибо. Бард, спасибо. Пожалуйста, мастера Yi. Там Кенчи, это круто. Дай мастера Yi. Пожалуйста. Сейчас там Кенч будет намного крепче танк, чем Маукай. Элементарно из-за того, что у там Кенчи статы больше. По бронированию. Не, ну игра угорает. Я мастера Yi, получается, не дождусь. Я, кстати, одну броню закинул уже в Фиору. Мне в любом случае пригодится. Или... Не, я подожду, наверное. Или закинуть. Или подождать. Или закинуть. Ладно, подожду, потому что сначала мне нужно сделать раскол брони и поджог. Ну и кстати, когда вы ставите Фиору и побеждаете, вы восстанавливаете себе хпшечку, тактику. По чуть-чуть, понемножку, но вы восстанавливаете. И поверьте мне, это зачастую может вас спасти. В большинстве случаев то, что Фиора отрегенит хп, она вас спасет. Кстати, по поводу фидбэка насчет исповеди новичка. Мало фидбэков, ребят. Мало фидбэков. Мне нужно больше фидбэков. Спасибо за апнутого Ургота. О, мастер Yi. Киндред опять. Так, Ургота продадим. Дай мне, пожалуйста, мастера Yi. В 2 звезды. Мне нужно, получается, перчатка и 2 лука надо. У меня будет раскол плюс поджог. Топчик. Просто топчик. Знаете, было бы прикольно, если бы чисто для псиоников сделали такой псевдокармашек, чтобы можно было ему закинуть вот этот вот предмет псиоников и, тем не менее, не занимать слот. Было бы прикольно. Но имеем то, что имеем. Погнал, 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 погнал. Вот имея 4 мародера, нормально он так еще и хилится. Да, там небольшие проценты от хила, но все равно они имеются. Ну тут, по-моему, меня, кстати, сгрызли. По-моему. Хилься! Давай, Киндред! Давай! Хорош! Просто львы. И там Кинчи, Киндред. Опа, лук. И там лук. Отменно. Мне нравится. Берем. Отменно. Все. Все прекрасно, все замечательно. Теперь нужно предметы только собирать Фиору. Еще там Кенчи идет. Маукай. Ну, хочется взять. Да, я выйду из экономики, но хочется Маукаю все-таки в 3 звезды собрать, потому что это моя стенка. Ну, отказываемся в пользу мастера Yi. Где же мой родненький? Газ природненький. Этот гребаный мастер Yi. Я же говорю, у меня с ним какие-то, ну, не лады. Он не хочет мне адекватно быстро приходить в 2 звезды. Вообще не хочет. Козел. Предатель. Ну, тут звездочета через Лулу, тут галактика Грува, тут мипперы. Ну, какие-то странные ребята, если честно, по сборкам. Вообще я видел, что когда играют через мастера Yi, то делают танков в одну сторону, а Кири в другую сторону. Возможно, это правильно, но мне кажется, такое себе.
Кстати, Сараки тоже восстанавливает мне хпшку. Это я имею в виду выбор бога. По чуть-чуть, но восстанавливают. Комбинация вместе с Фиорой, если побеждать, то нормально восстанавливают. Живи! Живи! Хорош! Бэмс. 2 хп себе восстановил. Точнее, 2 хп. Четко. Но мне нужен Мастер Yi в 2 звезды. И Фиора в 2 звезды. И будет все замечательно, прекрасно. Он чисто вытанцовывает там. Нам-нам-нам-нам-нам. Хватит идти легендарки. Падло. Давай Фиору и Мастера Yi. Вот сейчас один ролл нажму в следующем раунде, и мне придет Фиора и Мастер Yi. Хорошо? А потом я спокойно пойду в уровень и доставлю там, что-нибудь мне будет не хватать. Может, вообще 10 возьму. И легендарку соберу в 3 звезды. Но это я слишком сильно губу раскатил. Хрен мне не легендарку в 3 звезды. Давай, давай, давай. Ну вот не хватает мне керри, видите? Не хватает. Надо, чтобы у меня Мастер Yi был в 2 звезды. У чувака там вон Корки, Ривен в 2 звезды. И нормально мне так навалил по щам. Наконец-то Мастер Yi! Все. Можно идти в уровень. Так, Корки в 3 звезды ты соберешь? Не соберешь. У этого Маукая дохренища. А, ну тут ему чел руинит с Корки, так что он не соберет себе Корки в 3 звезды. Как бы он там не потел. Хорошо. Ну, в целом все. Хочется ей тоже убийцу великанов. И, возможно, кровопийца ей будет даже получше. Но убийцу великанов по-любому надо. И играть ночь по-любому надо. Блин, нормально Фиора дамажит. Вот только предметы нужны, да. Ну, тут мне, кстати, снесли. Не, ну с Мастером Yi в 2 звезды уже как-то, знаете, поувереннее себя чувствуешь. Потому что и ХП побольше у него, и урона побольше, и кайфуешь, сидишь себе спокойно. Даже классно, когда он залетает во вражескую спину. Вот прям в задние ряды. Вот просто, знаете, в туза прыгает и начинает там наваливать. Ну-ка идет, берем. Так, цепь вышибала. На самом деле хочется цепь вышибала. Я, наверное, закину его в Киндреда. Добавлю ему урона. Ну, Фиора тоже хорошо, но я, наверное, лучше в Киндреда закину. Сделаю его посильнее. Мне кажется, это правильно. Кстати, вот такой вот лайфхак. Вы же видели, да, у меня, если что, вот этот вот имплант находился в Киндреде. Я просто псионика поставил на доску, синергия псиоников пропала, и, соответственно, предмет этот пропал. Так что пользуйтесь таким лайфхаком. Это чтобы не тратить магнитные отделители. Давай, Мастер Yi, я тебя так разрекламил, и я тебя хочу показать во всей красе. Ты уже нормально наваливаешь, но хочется, чтобы ты прям показал, что ты можешь. Что ты можешь тащить. И Фиора даже в 2 звезды есть. Вот Фиору еще сделаю и вообще будем тащить. Чел массовой магии меня прям нормально так сбривает. Грызи, 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 грызи. Гребаный Виктор. Козел. Мастер Yi идет, хорошо. Так, броня, Ой, броня, меч, отлично. У меня грань ночи. Все. Осталось теперь 2 предмета Фиору найти. И будет по кайфу. Так, тут Ривен, Корки, тут магии много, тут тоже магии много. Вот то, о чем я говорил, то, что облачение духов это классно. Тут, кстати, тоже магии много. Облачение духа это классно. Вот коготь дракона мне как-то, знаете, более перспективный предмет, нежели это облачение духов. Может, я неправильно сужу, но мне кажется, так оно лучше. Если что, в комментариях поправите.
Так, давай. Наваливай, 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 наваливай. Так, не бейте моего мастера Yi. Гребаная Лулу своими массовыми метеоритами. Как же она жестко душит. Вот расстановка сейчас, видите, плохая была. И Лулу просто метеоритами накидывала по моему мастеру Yi и Фиоре. И из-за этого у меня вынесла моих керри. Печально. 30 хп у меня, боже, только недавно 60 было. Сейчас нужно будет играться с расстановкой. Ну да, лучше, наверное, на правую сторону перекидывать моих керри. Тогда Лулу с Милио не будут меня гасить. А что у тебя тут? Ну, тоже можно, в принципе, на правую сторону. Там Пайка загасить по-быстрому. Чтоб Пайк в задней линии не прыгал. Наука идет. О, убийца великанов. Отлично. Так, плюс опыт. Шен, Джин. Кстати, Джина можно поставить. Мастер Yi. Обалдеть. Киндред, обалдеть. Мастер Yi. А ну-ка, ну-ка, вот так вот как-то сделаем расстановку. Чисто хочу попробовать. Как там я видел, ребята ставят в одну сторону Кири, в другую сторону танков. Ну, мне кажется, это хрень сейчас будет. Я прям свято верю, то, что это хрень будет. Хорошо, что я проэкспериментировал, когда у меня 30 плюс хп. Если бы у меня сейчас было не 30 плюс хп, а чуть поменьше, я бы уже отправлялся в следующую игру. Ну, как вы видите, ребят, это полная дичь так делать. Меня прям тут... Да. Не будем сквернословить. Фиора, хорошо. Так, Раст, отлично. Ставим Раста. Киндред. Давай, давай. Ну иди, хорошо, ну. Что-то мне кажется, я поспешил. 2 киндредов не хватает. Что-то мне кажется, что я немного поспешил. Надо было бы поэкономить по деньгам и через пару раундов. Хотя у меня 14 хп, не, я все-таки... Все-таки не, я не поспешил. Все-таки я правильно сделал, то, что сейчас полностью сролился. Одно хп типа оставил. Фиора. Ну дай же ты Киндреда, ну пожалуйста, Киндреда, мастера Yi дай. В 3 звезды хочу собрать, ну по-красивому, ну. Ну у меня ж не керри Киндред. Чел на меня смотрит на 7 уровне. Я, кстати, поменял расстановку как раз против него. Поставил так, как было до этого, когда меня снесли. Ну. Проверим еще раз. Ну, просто там реально, там очень много массового урона. И я думаю, как бы я не поставил, было бы больно. Но мне сейчас, кажется, будет получше, потому что там типочек Лулу играет. Он будет бить в основном моих танков. Мои керри там с правой стороны так красиво зайдут ему в туза. И порежут его. Чисто такой переулочек. Чик-чик. Все, мы с типом 1-1 остались. Он на звездочетах через Лулу. Капец, Эдзвина. Я хочу посмотреть, что там. Один Киндред. Ой, как ты много денег мне дал. Хорошо. Гинсу. Терновый жилет. Гинсу. Терновый жилет мне не нужен. Давай. Мастер Yi. Киндред!
Ему торба. Все. Леголас готов. Это не Кинред, это Леголас. Все, сейчас будет наваливать. Смотрите, смотрите. Знак вопроса кликает на своего Киндреда. Типа, как я нашел. Фиолеток так всего 10 штук. И он вот кликает, типа, как? Как ты нашел его? А фиолеток 10 штук. Он в шоке, видите? Он просто знаки вопроса кликает. Давай по-красивому мастера Yi, пожалуйста. Или 2 фиолки. Там Акенча плюс мастера Yi. На самом деле абсурдно немножко то, что у меня просто 1 танк сейчас. Было бы у меня 2 танка, было бы как бы попроще. Так, он поставил Лулу и Милио с правой стороны. Я, кстати, эту сборочку уже вам показывал. Рабочая сборка, гарант в топ-3. В топ-4 зайти. Даже если звездочета не очень. Я сейчас расстановку поменял, чтобы его Лулу просто не било моих керри. А он этот момент не прочекал, а я прочекал. Четко. Делаем красиво. Мне бы, конечно, в Фиору вместо клинка Гинсу что-нибудь получше, но я думаю, пусть будет так. Какая разница уже в целом. Я с фиолочкой так себя хорошо чувствую. Но фиолка это фиолка. Фиолка это смерть. У нее 4 хп, сейчас мобы. Два раунда, чтобы мне там Кенч что-нибудь дал. Но он даст только боль и разочарование. А 1 раунд мне ни в коем случае нельзя проигрывать. Я очень много получу в табло. Так, он Лулу опять поставил с Милио на эту сторону. Но мы его сейчас постараемся обмануть. Он будет меня сейчас прочекивать. Я типа буду переставлять всех в правую сторону. И там в конце раунда я просто всех обратно в левую сторону перекину. У меня вот такой вот план. План кабан называется. Дай мастера Yi, пожалуйста. Вот игра издевается. Но это последний раунд. Ну дай мастер Yi, ну не жлобись. Не сделал мастера Yi в 3 звезды. Какая боль, когда на кармане 0. Цитата великих людей. Так, он прочекал только что, меня видели? Я только что быстро Кинреда в правую сторону закинул. Он меня прочекал. Он всех оставил, как было. Обдурил. Обдурил. Давай, Киндред, наваливай. Покажи, что ты можешь, Киндред. Не, ну на самом деле у меня в Киндреде не очень хорошие предметы еще. Объективно говоря, у меня в Киндреде не очень хорошие предметы. Вот эти вот предметы, они не самые лучшие. Вообще не самые лучшие. На самом деле это очень красивая игра получилась. Прям топчик. А, Изумруд 3. На секундочку. Изумруд 3, ребятки. Изумруд 3. Я что-то думал, что я в Изумруд 4 уже слетел. Так вот. Если бы я немного другие предметы в Киндреда закинул, у него было бы намного больше урона, и он бы намного быстрее всех забирал. Условно, тот же самый клинок Гинсу бы закинул, было бы лучше. Но и так хорошо, и так прекрасно. Поэтому хотел реализовать мастера Yi, реализовал по итогу Киндреда в 3 звезды. Но в целом я показал, как оно работает хотя бы, вот с мастером Yi. Поэтому не знаю, ребят, напишите в комментариях, что вы думаете, стоит ли мне переделать и показать именно, что Киндред, не Киндред, а мастер Yi с Фиорой тащит. Уже оговорочка по Фрейду идет. Вот, поэтому в комментариях напишите, что думаете по поводу этой игры. А так, если ты еще до сих пор не поставил свой лайк, время поставить свой лайк, подписаться на мой телеграм-канал, потому что все ссылочки закреплены в описании под видео и в комментариях под видео, и на экране появляется QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!